Ford Falcon. Что мы знаем об этом автомобиле? Главным образом то, что именно на его архитектуре был построен самый первый «Мустанг», которому была уготована судьба стать легендой. Однако далеко не все знают, что Falcon, дебютировавший под знаком 60-го модельного года, стал первым американским автомобилем, выпущенным большой детройтской тройкой, официально отнесенным к компактному классу. До появления Falcon компактными машинами в США занимались лишь относительно мелкие независимые автостроители, такие, например, как Nash Motors. И еще меньше народу помнит о том, что Falcon в некотором смысле стал жертвой того, кого породил. На фоне грандиозного успеха «Мустанга», ставшего основателем класса пони-каров, компактный Falcon быстро превратился в аутсайдера, и уже в самом начале 70-х его жизненный путь на американском рынке был завершен. Официальным преемником маленького «Сокола» фордовской линейки стал также компактный Maverick, о котором на нашем канале имеется отдельное видео. Однако в свой последний год жизни, обозначенный 70-м с половиной модельным годом, Falcon был превращен в среднеразмерную модель, по сути дела являвшуюся низшей комплектацией серии фордовских мидсайзов Fairlane Torino. И уже с 72-го вся эта серия среднеразмерных моделей начала обозначаться именем Torino. Тем не менее, история модели Ford Falcon после ее вывода с американского рынка была весьма и весьма далека от завершения. Ведь в том же 60-м году, когда стартовало американское производство «Соколов», их выпуск также начался и в Австралии, на новеньком фордовском заводе в Broadmeadows. Мало того, что Falcon стал одной из самых долгоживущих фордовских моделей, когда-либо производившихся на Зеленом континенте, просуществовавшей аж до 2016 года, так к тому же именно эта модель сыграла роль брутального перехватчика в культовом дорожном боевике «Безумный Макс». А теперь возвращаемся в Австралию, где первое поколение Falcon было запущено в производство в июне 60-го года с индексом XK. Двухзначными буквенными индексами обозначались все австралийские «Фалконы» до самого конца жизненного цикла модели. И для этого была вполне определенная причина. Дело в том, что для автомобилей, производившихся в этой стране, по давным-давно сложившейся традиции не использовалось понятие модельного года. Взамен него к названию каждой модели добавлялся буквенный индекс, чаще всего двузначный. Причем каждый конкретный индекс совсем не обозначал какой-то конкретный модельный год. Обычно жизненный цикл модельного индекса составлял от 1,5 до 3 лет, а новый присваивался только после серьезного рестайлинга. При этом смена поколений модели происходила через 8-9 лет, но ее индекс мог начинаться с той же буквы, что и на предыдущем поколении. Это была весьма сложная и запутанная система обозначений, разобраться в которой без бутылки, как говорится, не представляется возможным, так что не будем даже и пытаться. Finally, the car everyone's been waiting to see. The new size Ford, the Falcon. The Falcon, the new size Ford Falcon, you'll find that the new size Ford Falcon's the easiest car in the wide world to own. Итак, новый австралийский Falcon XK, вышедший на рынок в 60-м году, по большому счету мало чем отличался от одноименной американской модели. Это была относительно небольшая машина с длиной кузова в 4 метра 60 сантиметров. Но при этом, в отличие от американского тезки, в Австралии она относилась к среднеразмерному сегменту. Базовый Falcon имел очень скромное оснащение и приводился в движение рядной 2,4-литровой шестеркой мощностью в 90 лошадиных сил. Цены на модель стартовали с 1337 австралийских фунтов, что составляет примерно 24 тысячи американских долларов в переводе на цены 22 года. В отличие от Штатов, где Falcon считался дешевой маленькой машинкой, по австралийским меркам модель была не такой уж и маленькой, и к тому же довольно дорогой. А кроме того, она оказалась совершенно не приспособленной к пыльным и не слишком ровным австралийским дорогам, 90% которых на тот момент не имели асфальтового покрытия. В общем, продажи «Фалконов» не пошли с самого начала. Серия XK за 2 года существования разошлась тиражом менее 70 тысяч экземпляров, что было более чем на 100 тысяч единиц меньше тиража GM-овского Holden FB, имевшего тот же размер, что и Falcon, но стоившего немного дешевле. Тем не менее, именно первый Falcon помог Форду заметно укрепить свои позиции на австралийском рынке, где к концу 1961 года на долю Ford приходилось уже 19% ото всех продаж местных и импортных автомобилей. Не откладывая в долгий ящик, американцы вложили в свой австралийский завод еще 15 миллионов фунтов,
что позволило нарастить его годовую производственную мощность почти до 100 тысяч автомобилей. В августе 1962 года в Broad-Meadows было запущено производство обновленной модели Falcon, обозначенной как XL. Почти не отличаясь от предшественницы внешне, XL получила кое-какие технические обновления, улучшившие надежность подвески и двигателя в реальных условиях эксплуатации. Кроме того, праворульные австралийские «Фалконы» начали экспортироваться в Гонконг, на Фиджи и даже в Японию. Благодаря всему этому общий тираж XL увеличился на 10% в сравнении с XK. В 1964-м на рынок вышел обновленный XM Falcon, и с этого момента австралийская модель с каждым обновлением начала все серьезнее отличаться от своей американской сестрички. В частности, если американский Falcon к 1964 модельному году получил полностью новый дизайн кузова, то австралийская модель XM все еще оставалась похожей на предшественницу. Однако Ford потратил около 1 миллиона фунтов на ее технический апгрейд и к тому же вывел на рынок новый тип кузова – Hardtop, очень популярный в Штатах, но довольно редко встречавшийся в Австралии. Правда, все эти обновления не смогли помочь продажам Falcon. Более того, проведенная модернизация не только не улучшила надежность автомобиля, но даже ухудшила ее. И по результатам австралийских продаж 1964 года Ford зафиксировал убыток почти в 5 миллионов фунтов. Однако компания не думала сдаваться. К 1965 году она подготовила полностью новую версию Falcon, обозначенную как XP. Производитель утверждал, что автомобиль был радикально улучшен по всем параметрам. И чтобы подтвердить свои слова, Ford организовал гонку на выносливость XP Durability Run, призванную доказать надежность модели XP. Участвовать в ней мог любой желающий, имевший на руках гоночную водительскую лицензию. В течение 9 дней 5 «Фалконов» серии XP колесили по новому фордовскому тестовому полигону в Юянксе. 4 из 5 машин были перевернуты по крайней мере 1 раз, но каждая из них смогла добраться до финиша, показав среднюю скорость движения в 115 км в час. Тест на выносливость, на котором побывал сам Генри Форд II, полностью себя оправдал. Это событие широко освещалось в австралийской прессе. Модель XP даже стала автомобилем года по версии местного журнала Wheels. И хотя новый Holden AHD все еще обходил Сокола по продажам в соотношении 2,5 к 1, тираж XP за 17 месяцев существования смог снова подняться до отметки в 70 тысяч единиц. К началу второй половины 60-х основным трендом на автомобильном рынке США было увеличение размеров машин и объемов, и, разумеется, мощностей их двигателей. Именно это в конечном итоге привело к кончине маленького американского «Фалкона». Но австралийская модель продолжила развитие в полном соответствии с этими трендами. Второе поколение «Фалкона», обозначенное как XR, было представлено осенью 1966 года и стало почти на 5 сантиметров шире, на 7 сантиметров длиннее, а заодно на 45 килограмм тяжелее предшественника. Дизайн кузова XR в некотором роде был позаимствован у «Мустанга». Его основными признаками стал удлиненный капот и укороченный багажник. Однако, по иронии судьбы, именно в 1966 году из-за слабых продаж из линейки Falcon были упразднены двухдверные хардтопы и кабриолеты. Наиболее мощным двигателем для нового Falcon выступил знаменитый 4,7-литровый 289-й фордовский двухкарбюраторный малый блок V8, который, кстати говоря, был самым слабым двигателем в линейке «Мустангов» 1966 года. На «Фалконе» этот мотор обладал мощностью в 200 лошадиных сил и мог разгонять машину с места до сотни километров в час за 11 с небольшим секунд, даже с трехскоростным автоматом. На австралийских автофанатов такая версия произвела самое неизгладимое впечатление. Практически ни одна аналогичная по цене модель, доступная на этом рынке, не могла сравниться по динамике с 8-цилиндровым «Фалконом». Тогда-то производитель снова задумался о двухдверных версиях модели с мощным двигателем V8 под капотом. Такой моделью стала супер-купе на базе XR, доступная в топовых комплектациях Fairmont и Futura. И в то же время на свет появился первый заряженный Falcon GT, в основу которого были положены четырехдверные полицейские модели, выпускавшиеся Фордом только по спецзаказу и недоступные для гражданского населения.
Они отличались усиленной подвеской, присутствием 4-скоростной механики и дисковых тормозов на передних колесах, а также 4-карбюраторной версии 289-го двигателя, прямиком от американского «Мустанга», развивавшей 225 лошадиных сил и способной разгонять машину до сотни примерно за 10 секунд. Falcon XR GT поступил в продажу весной 1967 года с ценой в 3890 австралийских теперь уже долларов, то есть почти в 2 раза дороже базовой 6-цилиндровой версии. Цена была очень высока, ведь среднегодовой заработок австралийцев в 1967 составлял примерно $3000. И тем не менее, Форду удалось реализовать 596 таких машин, вдвое больше, чем требовалось. А требовалось всего 260. Именно столько автомобилей компания должна была продать гражданскому населению, чтобы квалифицироваться для участия в самых важных австралийских автосоревнованиях – гонке Галлахер 500 на трассе Маунт Панорама в городе Батерст. В те времена Галлахер 500 называли не иначе, как величайшей гонкой Австралии. И победа в ней значила для автопроизводителя очень и очень многое. В 1966 году на этой гонке безоговорочно доминировали маленькие мини. Но в 1967-м новые фордовские «Соколы», представленные одной заводской и одной частной командой, просто раздавили британских малышей, показав на 7 секунд лучшее среднее время 6-километрового круга с перепадом высот в 174 метра. Победоносное выступление Falcon XR GT в величайшей гонке Австралии стало знаковым событием. Причем не только для компании Ford. Именно с этого момента автомобильный рынок Зеленого континента вступил в новую эпоху. Эпоху ревущих 8-цилиндровых монстров. Эпоху маслкаров. Ведь уже в самом начале следующего, 1968 года, в продажу поступил новый HK Holden с 307-м V8 на 210 лошадиных сил. В ответ на это Ford сразу же выдал следующий Falcon XT с 302-м мотором на 230 коней. Holden ответил незамедлительно. Летом 1968-го на свет появился Monaro с 327-м двигателем, развивавшим 250 лошадиных сил. А Ford тем временем уже работал над 3-м поколением Falcon'а, поступившим в продажу летом 1969-го с индексом XW. Это была 4-дверная модель. И двухдверного хардтопа, который мог бы напрямую конкурировать с Holden Monaro, в линейке не было предусмотрено. Но у фордовского седана имелась комплектация под названием GT Super RU, типа от слова «кенгуру», только Super RU, которая в дополнение к виниловым наклейкам на кузове предлагала 4-карбюраторный 351 Винцер V8 с объемом в 5,7 литра, выдававший 290 лошадиных сил. Но и это еще не все. Примерно через месяц после дебюта GT Super RU австралийское подразделение Ford выдало модель с двигателем невиданной для местных петролхедов мощности – 300 лошадиных сил. Эта модель также была 4-дверной и называлась GT-HO. При этом буквы HO обозначали не High Output, то есть повышенная мощность, как в Америке, а Handling Option, то есть опция с улучшенной управляемостью. В дополнение к серьезно прокачанной подвеске и усиленным тормозам, GT-HO также оснащался и здоровенным топливным баком на 164 литра, почти вдвое большим, чем устанавливались на обычной версии Falcon. Летом 70-го Ford выкатил обновленную версию Falcon XW GT-HO, обозначенную как фаза 2, с короткоходной кулисой рычага передач и укороченным до 3,25 передаточным числом заднего дифференциала. Фаза 2 имела ту же заявленную мощность в 300 лошадиных сил, однако под капотом устанавливался уже не 351 Винцер, а Кливленд того же объема. Этот двигатель в стокой форме был способен разогнать машину с места до 60 миль в час, то есть до 97 км в час, за 6,5 секунд. И далее до максимальной скорости в 217 км в час. Это были невероятные, просто немыслимые цифры для австралийского рынка. И вот уже на основе GT-HO фаза 2, специально для участия в австралийском туринговом чемпионате,
Ребята из подразделения Ford Special Vehicles подготовили два совершенно особенных прототипа, получивших имя Супер Фалконы. Установив на 351-й Кливленд систему впрыска топлива и поколдовав над другими компонентами, они заставили двигатель раскручиваться почти до 10 тысяч оборотов и развивать мощность в 620 лошадиных сил. На строительство каждого прототипа, по некоторым сведениям, была потрачена колоссальная сумма – по 125 тысяч австралийских долларов. Это около миллиона американских денег в пересчете на 22 год. Однако суперсоколы были не только чудовищно мощными и невероятно быстрыми, но еще и катастрофически ломучими, и по этой причине они не добились каких-то серьезных успехов в гонках. Как я уже говорил, фалконы с накачанными мускулами были чрезвычайно дорогими игрушками. Базовая модель со 130-сильной 3,3-литровой шестеркой, развивавшей 258 ньютон-метров крутящего момента, в 70-м году оценивалась немногим меньше 2500 австралийских долларов, тогда как стоимость второй фазы GTHO переваливала за 5000. По этой причине доля заряженных моделей в общих продажах фалконов серии XW была чрезвычайно мала. Было реализовано лишь 2287 версий GT и всего 662 GTHO. Однако один только факт существования этих моделей добавлял престижа стандартным фалконам, тираж которых впервые пробил отметку в 100 тысяч проданных экземпляров и помог Форду увеличить свою рыночную долю до 21%. Последний рестайлинг второго поколения австралийского фалкона был обозначен индексом XY. И именно на нем дебютировала третья фаза модификации GTHO. И это все так же был четырехдверный седан с воздухозаборником на капоте и спойлером на крышке багажника. Официальная мощность 351-го двигателя Кливленд под его капотом составляла все те же 300 лошадиных сил. Однако реальная цифра, по оценкам специалистов, составляла никак не меньше 350. При этом за дополнительные $250 покупатель мог заказать особую версию такого двигателя, помеченную знаком качества в буквальном смысле слова. Двигатели с отметкой Quality Control собирались на отдельные линии по специальным схемам с минимальными допусками. Они также выдавали 300 заявленных лошадиных сил, но реальная мощность могла достигать 390 коней. Общий тираж XY Falcon за 18 месяцев продаж превысил отметку в 119 тысяч единиц. К весне 1972 года, когда на свет появилось третье поколение моделей, обозначенное индексом XA, американский Ford Falcon был целиком и полностью мертв. И это, наконец, развязало руки австралийскому подразделению компании, которая, конечно же, с разрешения своих американских боссов подготовила для четвертого Falcon полностью новую платформу, связанную с архитектурой модели Ford Fairlane, которая прекратила существование на рынке США, но продолжила существование в Австралии. Дизайн для XA был разработан главным стилистом Ford Australia Джеком Телноком и его коллегами. В некоторой степени он был заимствован у новой американской серии Torino, однако был достаточно самобытен, чтобы эти две модели можно было спутать. Falcon снова вырос в размерах. Его длина в четырехдверном кузове теперь достигла 4 метров 74 сантиметров, а ширина составила ровно 1,90 м. По австралийской классификации, обновленный до третьего поколения Falcon отныне относился к классу полноразмерных легковых автомобилей. На этот раз модификация Falcon GT была выполнена в полном соответствии с требованиями жанра маслкаров. Она была предложена в форме двухдверного купе, что позволило модели напрямую конкурировать с GM-овским Holden Monaro, а заодно и с крайслеровским Valiant Charger. Однако и четырехдверная версия GT также сохранилась в линейке. Стандартный GT, все с тем же 5,7-литровым 351-м Кливлендом, обладал мощностью все в те же 300 лошадиных сил, что позволяло машине массой около 16 центнеров разгоняться с места до сотни километров быстрее 8 секунд. В октябре 2018 года Falcon XA GTHO 72 года выпуска стал самой дорогой австралийской машиной, когда-либо проданной с аукциона, с ценой в $2 миллиона австралийских долларов. Это немногим меньше 1,5 миллиона американских долларов. Эта модель обозначается как фаза 4, поскольку, получив прокачанную подвеску и модифицированный 5,7-литровый V8, она предназначалась специально для участия в 500-мильной гонке в Батерсте. Third and final call, $2 million. Over to you, Alan. Sell her away, mate. Knock it down. Sold.
В течение 2021 года на австралийских аукционах были проданы еще несколько GTHO третьего поколения, и как минимум в 3 случаях цена перевалила за отметку в 1 миллион австралийских долларов. Мускулистый дизайн, разработанный Джеком Телнеком для третьего Falcon, оказался настолько удачным, что он без каких-то особых изменений продержался до самого конца существования этой генерации. При этом первая модификация, XA, за 16 месяцев продаж сумела установить новый рекорд – 152 тысячи реализованных единиц. И как раз эта версия 1972 года выпуска выступила в роли одного из 2 желтых перехватчиков подразделения MFP в первой серии «Безумного Макса». В съемках участвовал стандартный Falcon XA с 6-цилиндровым 3,3-литровым мотором на 130 лошадиных сил. Эту машину киношники за копейки выкупили у одного из таксопарков почти в полностью убитом состоянии. Она фактически доживала свои последние дни, и даже дым, который валит из выхлопной трубы, был не спецэффектом, а вполне реальным. Этот перехватчик был уничтожен во время съемок. Второй полицейский седан, засветившийся в фильме, был обозначен не как интерсептор, то есть перехватчик, а как Pursuit, то есть преследователь. В реальности этот Falcon XB с 240-сильным 302-м V8 служил в полиции Виктории, прежде чем оказаться на съемочной площадке. Во время съемок преследователь, наиболее часто появлявшийся в кадре во время дорожной погони, получил несколько весьма серьезных повреждений и также был отправлен в утиль после финального столкновения с трейлером. Третья машина MFP – перехватчик, на котором ездил Макс Рокотанский до того, как превратиться в Безумного Макса. Также оснащалась 5-литровым 302-м V8 на 240 лошадиных сил. При этом это также был настоящий списанный полицейский автомобиль. В отличие от своих коллег по MFP, Макс Рокотанский не разбил свою машину. Она вообще не получила повреждений во время съемок и не была уничтожена после их завершения. Однако дальнейшая судьба седана до сих пор остается неизвестной. Сразу несколько австралийских коллекционеров утверждают, что владеют оригинальным съемочным перехватчиком Макса Рокотански, однако никто из них не может подтвердить это документально. А вот темно-синий хардтоп ночного ездока, за которым гонялись ребята из MFP, это уже не Falcon. Это его извечный конкурент Holden HQ Monaro. Причем именно базовой комплектации производства 1972 года. Внешний облик машины был серьезно видоизменен при помощи агрессивного обвеса и здоровенного воздухозаборника на капоте. Но в реальности машина была оснащена маломощным 6-цилиндровым двигателем. Я автомат, я рокер, мать вашу, я ночной ездок. В свой последний в жизни заезд ночной ездок был отправлен при помощи установленной в багажнике твердотопливной ракеты. При этом в машине во время съемок находился только один манекен на пассажирском сиденье. Автомобиль марки Holden сыграл в фильме еще одну заметную роль. Роль семейного фургона Рокотански. Это была модель H.J. Sandman, продававшаяся с 1974 по 1976 год. Сэндманы выпускались только в форме пикапа и панельного вана. Но у Макса была не совсем стандартная версия модели. На нее были установлены передние крылья от Monaro GTS, некоторые прочие инородные для стандартного Сэндмана элементы, типа огромных колес 265-й ширины на задней оси, а также радиаторная решетка от опять же холденовского роскошного седана H.J. Statesman DeVille и передние фары от Ford XT Fairmont GXL, который, по сути дела, был одной из комплектаций модели Ford Falcon. Но вернемся в реальность. Обновленный до версии XB Falcon вышел в свет в 1973 году. Модель была доступна в 5 кузовах, включая 4-дверный седан, 2-дверный хардтоп, он же купе, 5-дверный универсал, а также 2 коммерческие версии – панельный вэн и пикап. Базовый седан Falcon вырос в длину до 4 метров 80 сантиметров. Его цена на момент появления составляла уже 3236 австралийских денег или 30 тысяч денег американских в пересчете на цены 2022 года. К 1973 году модификация GTHO исчезла из модельной линейки Ford Falcon. Но GT все еще оставался в строю, как и прежде в кузовах седан и хардтоп, как и прежде с 5,7-литровым двигателем мощностью в 300 лошадиных сил и крутящим моментом в 505 ньютон-метров. Примечательно, что австралийцы не использовали новый стандарт измерения мощности практически до самого конца 70-х годов.
И поэтому Falcon GT, сумевший в эпоху мирового топливного кризиса продержаться на рынке до 1976 года, до самого конца своей жизни имел заявленную мощность в 300 лошадиных сил. В США в это время вообще не существовало автомобилей с подобной мощностью. Модели Falcon, начавшие продаваться с этого времени, обозначались индексом XC. И хотя версия GT как самостоятельная комплектация исчезла из линейки, с 1976 года Ford начал предлагать опциональный пакет GT Power Pack, в составе которого числился обновленный Cleveland V8 объемом в 5,8 литра и мощностью в 217 лошадиных сил. В 1978 году, в честь очередной победы «Соколов» на 500-мильных гонках Баттерста, Ford выпустил специальное издание Falcon Cobra в количестве 400 экземпляров, половина из которых оснащались 217-сильными 5,8-литровыми двигателями, другая половина 4,9-литровыми моторами V8 на 202 коника. От своих стандартных собратьев такие машины отличались не только агрессивным обвесом и эмблемами Cobra, но и гоночной цветовой схемой, характерной для мустангов от Кэрролла Шелби. Что удивительно, синие гоночные полосы вдоль капота, крыши, бамперов, колесных арок и порогов были основным цветом кузова, который наносили в первую очередь, а уже поверх него накладывали белую краску. Третье поколение австралийского Ford Falcon с общим тиражом в 512 тысяч экземпляров стало второй по популярности у покупателей генерации модели за всю ее 56-летнюю историю. Однако в разрезе модельных рестайлингов с тиражом в 212 тысяч единиц, реализованных за 33 месяца, самым продаваемым из всех стал Falcon XB. Как раз тот из кино, которая вышла в 1979 году, одновременно с запуском четвертого поколения «Соколов». Последний 8-цилиндровый перехватчик. Именно так называлась черная машина, на которой безумный Макс вершил свое правосудие. Другое ее название – Pursuit Special, то есть специальный преследователь. Для съемок использовался всего один автомобиль – хардтоп Falcon XB GT 1973 года выпуска в оригинальном белом цвете со стандартным двигателем 351 V8 на 300 лошадиных сил. Примечательно, что на роль машины для Макса изначально планировали выбрать Mustang, но денег, запланированных в бюджете на его покупку, просто не хватило. Поэтому киношники и приобрели XB GT и отправили его на доработку в австралийское тюнинг-ателье Graf X. Попутно к работе над перехватчиком был привлечен Питер Аркадипан, бывший дизайнер Ford Австралия. В 1977 году этот человек создал удивительный выставочный прототип Ford Falcon XC Concorde с невероятно агрессивным для своего времени кузовным обвесом. Дизайн передней части этого обвеса, включая бампер и носовой обтекатель, и был использован на перехватчике «Безумного Макса». Впоследствии, в том числе и благодаря успеху фильма, передний стеклопластиковый обвес в стиле Конкорда стал чрезвычайно популярным, а сам Питер Аркадипан превратился в одного из самых востребованных автодизайнеров своего времени. На крыше и на крышке багажника перехватчика были установлены серьезные спойлеры, которые, как потом вспоминали создатели машины, прекрасно вписались в общую концепцию дизайна. Но с аэродинамической точки зрения были не просто лишними, но даже серьезно ухудшали поведение авто, когда его разгоняли до высоких скоростей. Спойлеры на крыше, кстати, были у всех полицейских машин в фильме. И, конечно же, самым примечательным элементом экстерьера был массивный компрессорный нагнетатель V-End, торчавший из капота. Суперчарджер был вполне себе настоящим, но работал от дополнительного электромотора, и никакой функциональной нагрузки этот компрессор не имел. Ребята из ателье Graf X утверждали, что теоретически они смогли бы по-настоящему подсоединить компрессор к 5,7-литровому двигателю, и он вполне мог бы выдать 600 лошадиных сил. Именно таким был перехватчик в фильме. Но в реальности ресурс двигателя был бы ограничен максимум парой сотен километров, поэтому было решено оставить двигатель без каких бы то ни было улучшений. В целом, в ходе превращения из стандартного XB GT в последний 8-цилиндровый перехватчик, машина получила весьма серьезный набор внешних и внутренних модификаций.
Киношникам эта трансформация обошлась в солидную сумму – 35 тысяч австралийских долларов. Это 190 тысяч американских долларов в переводе на современные деньги. Мел Гибсон, кстати говоря, за исполнение роли Макса в первой части франшизы получил втрое меньшую сумму – всего 10 тысяч австралийских долларов. А весь бюджет картины составил лишь 350 тысяч, но кассовые сборы по всему миру превысили цифру 100 миллионов, причем уже не австралийских, а американских денег. Однако успех фильма был еще впереди. А на момент окончания съемок в 1978 году продюсеры полностью освоили весь выделенный бюджет и остались вообще без денег. Киношники выставили черный съемочный перехватчик на продажу, запросив за него 7,5 тысяч. Но покупателей не нашлось. И в результате автомобиль просто отдали одному из членов съемочной группы в счет оплаты труда. Но уже через пару лет этот парень продал машину все тем же ребятам из продюсерской компании Kennedy Miller Productions, снимавшей первую часть «Безумного Макса». Для съемок «Вой на дороге», вышедшего в прокат в 1981 году, перехватчик был немного модифицирован. В частности, он лишился части переднего обвеса, а в задней части кузова появились две большие бочки для хранения топлива. Машина сумела пережить и эти съемки, но уже не могла двигаться своим ходом без серьезного ремонта. Она оказалась на свалке где-то в Аделаиде. Именно там, в 1983 году, ее и откопал большой фанат «Безумного Макса» по имени Боб Фурсенко. Причем не просто откопал, но и восстановил до более-менее оригинального состояния. Уже в 1985-м отреставрированный V8 Interceptor красовался на обложке октябрьского номера австралийского автожурнала Street Machine. Попутешествовав некоторое время по австралийским автошоу, перехватчик был продан в один из британских автомобильных музеев, который закрылся в начале 90-х. И машина переехала в Штаты, в музей Майкла Дезера во Флориде, сегодня известным как Автомобильный музей Орландо, где и находится до сих пор. Еще в 2020 году музей Орландо объявил, что он совсем не прочь продать оригинальный перехватчик «Безумного Макса» за кругленькую сумму в $2 миллиона. Правда, покупателей до сих пор не нашлось. Что касается серийной модели Ford Falcon, то с 1979 по 2016 она пережила еще 4 поколения и в общей сложности еще 15 рестайлингов. Наиболее успешным за всю историю существования австралийского «Сокола» стало 4-е поколение, разошедшееся тиражом более 700 тысяч экземпляров за 10 лет. Общее количество реализованных автомобилей за 56 лет составило 3 миллиона 6 тысяч единиц. Последний Ford Falcon скатился с конвейера австралийского фордовского завода в Broadmeadow 7 октября 2016 года.